Всем привет! Меня зовут Маргарита. Сегодня вяжем рыцаря. Попросили связать рыцаря. Я написала схему, ну и вот что у меня получилось. Вот такой вот рыцарь. Спасибо за доверие. Еще одна схемка в мою копилочку. Похож или нет, можно обсудить в комментариях. Напишите, пожалуйста. Размер его 45 сантиметров в высоту вместе с шапочкой. Значит, какие ниточки мне для него понадобились? Значит, буду показывать вам цвета. Это я вязала кольчугу с этого цвета. Вот. А там, смотрите, может быть, у вас есть какие-то свои цвета, предпочтения. Выберите для себя. Я вам покажу те цвета, которыми вязала я. Это будет у меня рубашка этим цветом. Губы, ну, вот эту часть, рот можно делать, можно и не делать. У меня, к сожалению, нет цвета потусклее, и поэтому у меня такой вот яркий цвет получился губ. Поэтому, смотрите, это уже на ваше усмотрение с губами, подумайте сами. Это я просто показала, как будет выглядеть, если есть губы. Вот. Дальше. Брюки у меня будут такого цвета. Конечно, у меня нет коричневого, такого горчичного, светло-горчичневого. Если есть у вас горчичный цвет, то берите. Больше, мне кажется, подойдет. Но я беру вот этот вот цвет. Дальше. Голова у меня из вот этой пряжи. Вот такой вот номер цвета. Тоже у меня спрашивают номер цвета. Я сразу покажу вам в начале. Дальше вот эти вот детальки, рукавицы. У меня будут, это последняя пряжа. Я оставила ниточку, бумажку. Показать вам, какой цвет это, номер цвета. Вот. Дальше. Шапочку у меня не было из этой серии. Я купила пехорку, детскую новинку. Значит, покажу вам бумажку от нее. Тоже оставила для образца. Тут 200 метров в 50 граммах. Вот, пехорка. Ну, здесь акрил. Я с акрилом не очень, как бы, в игрушках. Ну, когда нет, приходится на одежду использовать. Покупаю акрил, когда нету. Вот в акриле был этот цвет, который мне примерно нужен был. Вот эта шапочка будет такая вот. Значит, игрушку я вам показала, да, вроде бы, как она выглядит со всех сторон. Дальше. Пряжу я вам всю показала. Дальше у меня глаза 1 сантиметр. Тут у меня прозрачная такая это яблоко, или как назвать это, да? Черненькая и по бокам прозрачная. Если есть голубенькие, берите голубенькие. Думаю, симпатично будет. Значит, 1 сантиметр. Использую я крышечки вот такие вот пластиковые для стелечек, чтобы делать вот здесь вот подошву. Чтобы она такая плоская была, не круглая. Затем крючок я использую для игрушки 2,5, как обычно. Но возьму еще троечку для вот этой пряжи. Она чуть тоньше, поэтому мне придется шапочку вязать троечкой. А там, если у вас есть пряжа одинаковая вся, то это замечательно. Но у меня нету. Поэтому я вот так вот решила выкрутиться. Приклеивать буду шапку. Если кто не хочет приклеивать и нету клея, то можете пришивать. Я буду приклеивать, скорее всего, вот таким вот пистолетом. Он у меня уже старый, уже замученный такой. И нужна будет нам сам стержень отдельно. Вообще стержень пригодится. Мы будем, чтобы голова держалась, так как тяжело, будем вставлять стержень. Ну и вот такая вот палочка у меня от суши я оставила. Пригодится, всегда нужна. Если надо где-нибудь раздвигать, там, чтобы глазки вставлять, да, вот синтепон будем тоже раздвигать, чтобы вставлять вот эти вот стержни. Ну, что еще? Ну и, соответственно, наполнитель. Синтепон, который у меня есть. Вот такие вот шарики. Вот. А усики еще я вязала тоже из этой же серии черного цвета. Вот. Там уже не важно, какая серия. Главное, если хотите, не хотите черные, то можно посветлее чуть-чуть. У меня не было такого вот подходящего цвета, я вот взяла черный цвет. Но вот, в принципе, и все, что нам нужно. Ножнички, иголка для сшивания, это, естественно, само собой. Ну и все. Давайте начинать вязать. Вязала я, ориентируясь на этот рисунок. Голова.
кольцо набираем 8 столбиков без накида. Набрали, стягиваем колечко. Второй ряд 8 прибавок подряд. В каждый столбик по 2 столбика без накида. Без накида, как меня поправляют некоторые. Во втором ряду у нас получилось 16 столбиков. Берем ниточку контрастного цвета и продолжаем вязать. Третий ряд, столбик и прибавка, повторяем 8 раз, и в ряду у нас будет 24 столбика. Столбик и прибавка. Четвертый ряд. 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду будет 30 столбиков. Раз, два, 3 столбика и прибавка. Раз, два, 3 столбика и прибавка. Продолжаем так, довязываем до конца. Продолжаем вязать ряды с прибавками. Далее пятый ряд, 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 36 столбиков. Этот ряд я провяжу немножечко со смещением. Провязываю 2 столбика. Прибавки будут со смещением. Первая прибавка. Провязала 2 столбика, затем прибавка. Далее вяжу 4 столбика. 3, 4 и прибавка. Повторяю 5 раз. Это первый раз мы повторили 4 столбика и прибавка. И пятый раз. Раз, два, 3, 4. Прибавка. Пятая прибавка. И 2 столбика довязываем до конца. Вернее, это у нас будет 6-я прибавка, только когда мы вязали 4 столбика и прибавка, это было 5 раз. Первая прибавка была после того, как провязали 2 столбика. Если смотрели мои предыдущие видео, я объясняла, да, что такие ряды, где у нас парные числа между прибавками, то мы их делим пополам. Дальше. Следующий ряд 6-й, 5 столбиков и прибавка. Здесь мы вяжем без изменений. Вернее, не парные, а четные числа. Да? Четные числа делим пополам и в начале провязываем разделенное число, а затем делаем прибавки. Итак, значит, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. В 6-м ряду будет 42 столбика. 7-й ряд 6 столбиков и прибавка. Провязываем 6 раз, и в ряду у нас 48 столбиков. Опять же я 6 делю пополам. В начале провязываю 3 столбика и прибавка. Это прибавка первая у нас будет из 6. И далее вяжу 6 столбиков и прибавка. Вот именно 6 столбиков и прибавка повторяю 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и прибавка повторяем 5 раз. И 5-й раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И прибавка. Прибавка у нас 6-я. И остается 3 столбика, которые довязываем до конца ряда. Если вас это смущает немножко, то вяжите как обычные прибавки, не разъединяя столбики. Я делаю для того, чтобы прибавки над прибавками не шли, и их не было сильно заметно. Они как бы теряются, когда их так разбиваешь. И как бы мне кажется, когда надо разбить, так то лучше. Но смотрите, как вам удобно. Далее, 8-й ряд. 7 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. Здесь я вяжу как обычно. Нечетные ряды
я вяжу без изменений. 7 столбиков и прибавка. 6, 7, прибавка. И в ряду у нас 54 столбика. Теперь с 9 по 12 ряд мы привяжем без изменений 54 столбика, то есть 4 ряда. 13 ряд. 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду остается 48 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. И убавка за передние стенки петли. Дальше 14, 15 и 16 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков, то есть 3 ряда. Не забывайте фиксировать начало ряда, кончик, чтобы не разъединялись петельки, не разошелся круг. Следующий ряд 17. В 17 ряду у нас 6 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. Я убавки также буду вязать со смещением. 1, 2, 3 столбика, убавка. Дальше я буду вязать 6 столбиков и убавка. Повторяю 5 раз. 4, 5, 6. И убавка. И 3 столбика провязываем в конце. Далее 18 и 19 ряд мы провяжем без изменений получившиеся в этом ряду 42 столбика. 2 ряда вяжем без изменений. 20 ряд вяжем так. Провязываем 11 столбиков без накида, 3, 4, 5 и 11. Дальше вяжем столбик и прибавка, повторяем 4 раза. Столбик, прибавка, столбик без накида и прибавка. Второй раз, столбик и прибавка, третий, столбик и прибавка, четвертый раз. Далее провязываем 1 столбик без накида. Вяжем 2 прибавки подряд. 1 прибавка и 2 прибавка. Далее 1 столбик без накида и провязываем прибавка и столбик, начиная с прибавки. Прибавка, столбик 1, 4 раза. Прибавка, столбик 2, прибавка, столбик 3 и прибавка, столбик 4. Такая вот комбинация. 11 столбиков, которые у нас остались, довязываем до конца ряда без изменений. 21 ряд. Провязываем 24 столбика без накида. 23 и 24. Дальше вяжем 4 прибавки подряд. Тут будет немножко неудобно, они тут прибавки над прибавками получаются. Главное, не пропустите столбики. 1 прибавка, 2 прибавка, 3 и 4 прибавка. Дальше 24 столбика у нас остается, довязываем до конца ряда. И в ряду у нас получилось, значит, 56 столбиков.
21. Далее 22 ряд. 25 столбиков провязываем. Это была моя кошка, которая мне иногда мешает. Итак, значит, провязали 25 столбиков. Далее мы пропускаем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков предыдущего ряда пропустили. И провязываем в 7, начиная с 7 ряда. Вяжем 25 столбиков. Это у нас будет первый столбик. И так продолжаем дальше вязать до конца ряда. И таким образом мы сформировали нос такой. И у нас в 22 ряду 50 столбиков. 23 и 24 ряд мы провяжем без изменений, 50 столбиков. Итак, давайте на этом этапе мы с вами расположим глазки, так как у нас уже появился носик, будем ориентироваться на него. Значит, глазки располагаются у нас между 17 и 18 рядом. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Между 17 и 18 рядом. Примерно сейчас я вот так вот ставила. И между глазками у нас будет, значит, 9 столбиков. Я отсчитываю, вот у меня посерединке столбик, да, вот над носиком будет средний столбик. И от него отсчитываю 1, 2, 3, 4, как угадала. И сюда 1, 2, 3, 4. То есть и посередине, который столбик, это 9. 4 в одну сторону, 4 в другую. И сюда. Раздвигаем. Хорошо, что вставляем глазки. Все, глазки вставлены, продолжаем вязать. 25 ряд. Столбик и убавка повторяем 5 раз. Столбик, убавка за передние стеночки петли. 1, столбик, убавка 2, столбик, убавка 3, столбик, убавка 4 и столбик, убавка 5. Далее вяжем 20 столбиков без накида. Провязали, теперь вяжем убавка и столбик. Начинаем с убавки. То же самое, как в начале провязывали, да? Но только начинаем с убавки. Убавка, столбик, вяжем 5 раз. Убавка, столбик. Провязали, и в 25 ряду у нас 40 столбиков. 26 ряд. Начинаем с убавки. У нас убавка, 2 столбика без накида вяжем. 1, 2. Далее опять убавка. И вяжем 28 столбиков без изменений. Дальше провязали 28. Дальше вяжем убавка, 2 столбика. И в конце у нас убавка. В 26 ряду у нас 36 столбиков. 27 ряд. Провязываем 15 столбиков без накида. Далее вяжем 3 убавки подряд.
формируем подбородок. Раз, два, три. И 15 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. Уже можно наполнять голову, старайтесь ее наполнять поплотней. 28 ряд, вяжем 13 столбиков. Продолжаем формировать подбородок. Далее провязываем сначала убавка. Обычная, да? Дальше мы провяжем убавку из 3 столбиков. 3 столбика вместе. Беремся за передние полупетельки 3 столбиков. И провязываем их вместе. Дальше убавка обычная из 2 столбиков. И 13 столбиков у нас осталось. Провязываем до конца ряда. И в ряду у нас осталось 29 столбиков. 29 ряд. 1 столбик. Далее столбик и убавка. Повторяем 4 раза. Столбик и убавка. Раз. И столбик. Убавка 4. Далее опять мы вяжем убавку из 3 столбиков. 2, 3. Захватили 3 полустолбика за передние, вернее, стеночки петли 3 столбиков, провязали убавку. И далее убавка и столбик, повторяем 4 раза. Здесь уже начинаем с убавки. Убавка, столбик. Раз. Далее убавка, столбик. Убавка, столбик 2. И убавка, столбик 4. Убавка, столбик 4 и 1 столбик у нас, который остается, мы провязываем. 30 ряд, это у нас будет последний ряд. В этом ряду у нас осталось 19 столбиков. 30 ряд 4 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. Раз, два, 3, 4 столбика и убавка. Раз. И раз, два, 3, 4 и убавка, это 3-й раз. И последний 1 столбик у нас в конце остается, мы его провязываем. И в последнем ряду, в 30-м, у нас 16 столбиков. Ниточку эту убираем, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Ниточку для пришивания мы оставим на теле. Здесь мы дополняем голову дальше плотно. Так, сделаем утяжку глаз. Берем ниточку. Эту ниточку эту же выводим вот сюда и сюда. Значит, сейчас покажу. На камеру я не буду делать утяжку, потому что утяжка глаз, это, думаю, что это несложно. Вот.
Утягивать будем только спереди глазки. С внутренней, вернее, стороны. Вот здесь и здесь. То есть под глазиком, чтобы ниточка ушла туда под глаз, чтобы ее не было видно. Так в этих местах у нас будут располагаться утяжки. Вводим иголку сзади между столбиками, чтобы ниточку потом можно было спрятать, чтобы она не цеплялась за столбики между столбиками. Выводим сюда, затем сюда. Дальше иголочку вводим и выводим снизу глаза, вот здесь, вот к этой иголочке сюда. И вводим сюда, в этот, сверху, значит, вот сюда. И выводим иголочку к этой же ниточке, сюда же, в эту же дырочку, да, чтобы ниточки связать вместе. Итак, вот где у нас будут располагаться наши нитки, здесь и здесь. Стягиваем обе ниточки, натягиваем, и чтобы глазки немножко были посажены. Делаем здесь 3-4 узелка, чтобы не растянулись узелки, чтобы не развязалась ниточка. Лучше несколько раз их связать. И прячем ниточки. Такие вот утяжки получаются глаз. Далее мы вывязываем реснички и брови. Берем ниточку потоньше, если есть, если нет, то разъедините эту пряжу пополам. Сделали в конце узелок. И, значит, брови у нас будут располагаться на один столбик выше глазика. Вот параллельно глазу выведем сюда. На ряд выше, через 3 столбика, вот раз, два, три пропустили, и на ряд выше будет располагаться вот так вот бровь. Значит, выводим потом к этому глазу также над, вот смотрите, параллельно, чтобы вышло, и раз, два, три на ряд выше. Дальше смотрите, если вы хотите, можете вывязать реснички, можете оставить и так. Я вывяжу реснички, поэтому я сразу эту ниточку вывожу сюда и буду вышивать ресницы. Как они у меня располагаются, вы смотрите, потому что как бы, тут уже дело вкуса, расположение ресниц. Смотрите, как вам нравится, так расположите. Я сделаю 3 реснички. Не буду сильно их удлинять. Вот и третья будет здесь. Вот так вот. Такие вот реснички будут. По желанию можно сделать усики. Значит, усики я делаю так. Набираем, значит, 10 воздушных петель, цепочку с 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. И начиная со второй петли от крючка, я просто провязываю столбики без накида. 9 столбиков без накида. Восемь и 9. И здесь делаю соединительный столбик, отрезаю ниточку, которой буду пришивать усики. Здесь можно вот этих 2 кончика тоже их связать вместе, чтобы получился одинаковый край с 2 сторон. То получается, здесь он разошелся с нижним рядом, а здесь они вместе. Поэтому здесь мы просто свяжем 2 краешка вместе и пришьем вот таким вот образом усики. Они у нас как раз так ложатся вниз, смотрят. Это по желанию. Хотите, оставляете так.
Хотите, добавляйте усы, делайте повзрослее. Все. Берем для рук, будем сейчас вязать руки, берем цвет перчаток, которые вы выбрали. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Раз, два, три, 4. И начиная со второй петли от крючка вяжем 2 столбика, 2. В последнюю петелечку мы провязываем 3 столбика без накида. С противоположной стороны мы провяжем 1 столбик и в последнюю петелечку провяжем 2 столбика. И в ряду у нас будет 8 столбиков должно получиться, посчитайте. Второй ряд провязываем. Так, значит, вот у нас первая петля, первый столбик, вяжем прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. Затем 1 столбик без накида. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Раз, 2 и 3. Затем с противоположной стороны у нас 1 столбик и 2 прибавки подряд. Раз прибавка и вторая прибавка. И во втором ряду у нас 14 столбиков. Беру маркер и продолжаю вязать третий ряд. Столбики, прибавка, столбик и прибавка. Провязали. Далее 1 столбик. Затем столбик и прибавка мы повторим 3 раза. Столбик и прибавка 1, столбик и прибавка 2, столбик и прибавка 3. Затем мы вяжем 1 столбик и столбик и прибавка повторяем 2 раза. Раз, столбик и прибавка 2. И в этом ряду у нас 20 столбиков. С 4 по 8 ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков, то есть 5 рядов. Девятый ряд. Убавка. 8 столбиков. 2, 3, 8. Опять убавка. И 8 столбиков. Вяжем до конца ряда. В 9 ряду у нас получилось 18 столбиков. Теперь 10 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков. 11 ряд, 7 столбиков. Убавка. 7. Убавка. И опять провязываем 7 столбиков и убавка. И убавка в конце. И в этом ряду у нас это 11, 16 столбиков. 12 ряд мы вяжем за заднюю стенку петли 16 столбиков. За заднюю стенку петли. Продолжаем вязать перчатку. С 13 теперь
по 18 ряд мы провяжем без изменений 16 столбиков, то есть 6 рядов. Заканчивая последний столбик, вводим цвет рубашки. Ввели, закончили столбик, ниточку потом отрежем. Дальше мы провяжем 20 ряд, простите, 19 ряд за заднюю стенку петли, 16 столбиков. Двадцатый ряд, 3 столбика и прибавка, повторяем 4 раза. Мы будем имитировать такой свободный покрой одежды. Она как бы будет у нас выглядеть, будто бы одежда больше, чем руки. Поэтому не переживайте, что руки такие толстые получаются. Это просто мы вяжем так рубашку свободного покроя. Чтобы не вязать отдельно одежду, я решила именно написать схему таким вот образом, чтобы меньше нам с вами пришлось как бы тратить время, да, либо тратить время, либо тратить пряжу. Вот, и так вяжем, значит, 3 столбика и прибавка, повторяем 4 раза. И в 20 ряду у нас 20 столбиков. Провязали, теперь 21 и 22 ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков. Двадцать третий ряд, 4 столбика и прибавка, повторяем 4 раза. И в ряду будет 24 столбика. 2, 3, 4 и прибавка. Теперь с 24 по 31 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика, то есть 8 рядов. Итак, закончили. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем, так как мы будем руки ввязывать в тело. Перед тем, как наполнить руку, мы давайте сейчас вот за вот эти вот передние петельки внизу мы провяжем столбики без накида, тем самым мы покажем, где у нас заканчиваются перчатки. Но и перчатки как бы идут в продолжении. Ну, я как бы когда смотрела на рисунок, я старалась делать именно так, как там нарисовано. Поэтому там выглядит именно так. Значит, соединили за переднюю стеночку петли, в этот же столбик провязали первый столбик. Теперь мы провяжем 3 столбика и прибавка, это первый столбик. 4 раза повторим. 1, 2, 3, 4. Держим именно в таком положении, да, руку, чтобы лицевой стороной вот так вот приподнялся этот край. Далее опять 3 столбика и прибавка. В общем, так повторяем 3 раза у нас, простите, 4 раза должно получиться. 3 столбика и прибавка. У нас получилось 20 столбиков. Провяжем еще один ряд, 20 столбиков. Начиная с первой петли, мы не делаем соединительно, сразу вяжем по спирали, получается у нас провязано. Вяжем второй ряд, 20 столбиков. Провязали ниточку, прячем, делаем сначала соединительный столбик, отрезаем и прячем ниточку. Вот так вот мы обвязали, сделали имитацию этого перчатки. По желанию можно связать пальчик. Я свяжу пальчик, а там вы смотрите. Мы здесь, я не стала вязать в это перчатку с пальцами делать, да? Это у нас получилась варежка. Вот, а на варежке можно сделать один палец, чтобы было видно, что это хоть немного похоже на руку. Поэтому мы в кольцо набираем 6 столбиков. Свяжем пальчик. Два, 3,
4. Пять, 6. Бежала. Стягиваем кольцо и провяжем 2 ряда без изменений 6 столбиков. Провязали, делаем соединительный, чтобы выровнять край столбик в следующую петелечку. Вот ниточку отрежем, чтобы и этот пальчик мы пришьем. Мы можем это сделать после того, как ввяжем руки, и потом пришьем пальчик туда, куда он должен у нас смотреть. Вяжем вторую руку аналогично. Вяжем ноги, начинаем с сапог. Итак, набираем цепочку из 5 воздушных петель. И со второй петли от крючка вяжем 1, 2, 3 столбика. В последнюю провязываем петелечку 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 2 столбика без накида и в последнюю петелечку провязываем 2 столбика, то есть прибавку делаем. И в ряду у нас должно быть 10 столбиков. Второй ряд вяжем прибавка, затем 2 столбика, далее 3 прибавки подряд, 1 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка. Затем мы вяжем 2 столбика, 1, 2 и 2 прибавки подряд, 1 и 2 прибавка. Вместе с первой с этой стороны тоже 3 прибавки. Третий ряд. Столбик и прибавка. Так, в ряду у нас, значит, во втором 16. Третий ряд. Столбик, прибавка. Затем 2 столбика. Далее столбик и прибавка повторяем 3 раза. Столбик, прибавка 1, столбик, прибавка 2, столбик, прибавка 3. Далее 2 столбика, 1, 2 и столбик и прибавка повторим 2 раза. 1, столбик и прибавка 2. И у нас, значит, в третьем ряду 22 столбика. Четвертый ряд у нас вяжется так. Вяжем 2 столбика, 1, 2, прибавка, 1 столбик без накида. Далее мы провяжем 3 полустолбика с накидом, 1, следующий столбик, 2, следующий столбик, 3, 3 полустолбика с накидом. Дальше мы будем делать прибавки из полустолбиков с накидом. Их у нас будет 6. 1 прибавка из полустолбика с накидом. Полустолбик с накидом делается таким образом: накид, продеваем, вытягиваем рабочую нить и все петелечки на крючке. Накид, ой, простите, сейчас прибавка должна быть. Захватываем рабочую нить и все петелечки на крючке провязываем. Это 2 прибавка. 3 прибавка. И 6 прибавка из полустолбиков с накидом. Провязали прибавки. Дальше мы вяжем 3 полустолбика с накидом по одному в каждый столбик. 1, следующий столбик,
2 полустолбик с накидом, следующий столбик, третий полустолбик с накидом. Далее мы вяжем 2 столбика без накида. Затем мы делаем прибавку из столбиков без накида, прибавка, 2 столбика провязываем подряд, 1, 2 по одному столбику, да, и прибавка у нас будет в конце. В последний столбик провязываем прибавку. И у нас должно получиться в 4 ряду 31 столбик. Теперь нам надо вырезать стелечку. Я беру бумажку, я из бумажки сначала вырезаю образец, как бы прикладываю бумажку, вырезаю, а потом уже по бумажке вырезаю стелечку. Стелечку я вырезаю из пластика, как я вам показывала, да, в начале, из крышечки. Вот вырезали стелечку и пока отложили ее в сторону. Потом ее будет неудобно примерять и вырезать. Пока она все ровненькая, мы вырезаем сразу. Вот именно сейчас. 5-й ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли 31 столбик, который получился в 4 ряду. За заднюю стенку петли. Теперь 6, 7 и 8 ряд мы провяжем без изменений 31 столбик. 9 ряд 10 столбиков без накида. Затем 5 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 9 столбиков без накида. И в конце у нас 1 убавка. В 9 ряду у нас 25 столбиков. 10 ряд 7 столбиков без накида. 5 убавок подряд. 1, 2. Стараемся стягивать убавки, чтобы между ними не было расстояния большого. 5 убавок подряд. И 8 столбиков довязываем до конца ряда. В 10 ряду у нас 20 столбиков. С 11 по 14 ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков, то есть 4 ряда. Можно уже вставить стелечку и продолжать вязать. 15 ряд у нас будет 4 столбика и прибавка, повторим 4 раза. И в ряду у нас будет 24 столбика. 4 столбика и прибавка. Теперь с 16 по 22 ряд мы провяжем 24 столбика без изменений. 7 рядов. Не довязывая до конца последний столбик, вводим цвет брюк. И заканчиваем столбик, довязываем столбик. Дальше у нас 23 ряд. За заднюю стеночку петли вяжем 5 столбиков и прибавка. В 23 ряду. 3, 4, 5 столбиков и прибавка. И повторяем это 4 раза, и в ряду у нас будет 28 столбиков. Ниточку эту мы отрезаем и, естественно, их 24 ряд, 6 столбиков и прибавка, повторяем 4 раза. Я буду вязать, значит, так: 3 столбика, прибавка,
Далее 6 столбиков и прибавка повторяю 3 раза. И в конце у меня остается 3 столбика. И в 24 ряду у нас 32 столбика. Наполняйте ножку. Далее с 25 по 38 ряд мы провяжем без изменений 32 столбика, то есть 14 рядов. Не забудьте наполнить. Значит, не 34, а 32 столбика. 32 столбика у нас получилось в 24 ряду, и с 25 по 38 ряд мы провязали 32 столбика без изменений, то есть 14 рядов. Рабочая нить у меня вышла вот тут. Я просто уже ее распустила. Вот, распускаем 6 столбиков назад и будем присоединять ножку. Вот, чтобы лишний ряд не делать, лучше распустить. Вот, распустили. Прикладываем ножку так, чтобы у нас стопы смотрели ровненько. Носочки, вернее, смотрели ровно. Вот так вот прикладываем и смотрим. Наши столбики друг дружки, какие смотрят друг на друга. Теперь мы будем соединять соединительными столбиками обе ноги вместе. Не будем делать никаких воздушных петель, а соединим именно так, потому что так как это брюки, пусть выглядит именно как брюки, а не как ноги. Итак, смотрим, да, столбики какие, чтобы они вот так вот равномерно, ровненько смотрели напротив друг друга, стояли обе ноги. Вводим крючок, выводим ниточку сюда. Это мы соединили первый столбик. Так мы соединим 6 столбиков соединительными столбиками. Значит, вводим крючок в первый столбик на первой ножке и в следующий столбик на второй ножке. Взяли рабочую нить, сделали соединительный. Это второй. Дальше третий соединительный. Следующий столбик вводим крючок и на второй ножке тоже. 4, 5 и 6. Соединили 6 столбиками. Я проверю. Я 5 соединила. Еще один. Вот так соединяем 6 столбиками. Именно делаем так, чтобы... Почему именно так? Чтобы у нас рабочая нить, начало ряда было сзади, не спереди. Чтобы переходы наши были сзади. Итак, значит, у нас по кругу вот так вот должно получиться 52 столбика. То есть 26 столбиков на одной и 26 на другой ножке. Теперь вяжем тело. Значит, сейчас я возьму маркер. Итак, 39 ряд у нас вяжется так. Вяжем 5 столбиков. Значит, смотрите, здесь у вас, если будет пространство большое, да, вот как у меня получается. Если я соединю, то дырочка такая будет. Поэтому я первый столбик провяжу вот 2 столбика вместе. То есть я возьмусь за столбик, который уже провязан, который вот в этих местах, да, связан здесь. Его и первый столбик. И провяжу их вместе, чтобы уменьшить пространство между ножками здесь. Значит, это первый столбик. Так, мы провязываем 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Прибавка. В этот же столбик. Второй. Далее провяжем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем вторую прибавку. Затем мы вяжем 28 столбиков. Главное, не пропустите, внимательно смотрите, да, какие тут столбики провязаны, какие нет. Вяжем 28 столбиков.
Провязали 28. Дальше вяжем прибавку. Потом 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Тоже здесь, где у нас мы соединились, смотрите внимательно, вот по вот этим вот рядам вы найдете столбик этот. Прибавка. Если вдруг у вас также совпадет прибавка. Ну, в общем, не важно, да, где вы провяжете в этом месте. Главное, посмотрите, найдите этот столбик. И 5 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. В 39 ряду у нас получилось 56 столбиков. Теперь с 40 по 44 ряд мы провяжем без изменений 56 столбиков, то есть 5 рядов. Так, провязали 9 рядов. Последний столбик, не довязывая до конца, вводим цвет рубашки. 49 ряд мы провяжем без изменений. Так, ввели, закончили ряд, столбик. Теперь мы провяжем первый столбик, немножечко сгладив переход за заднюю стеночку петли, захватив рабочую нить, делаем соединительный столбик. Этот же столбик теперь за обе стеночки петли провязываем полноценный столбик. Итак, мы провяжем весь ряд без изменений. 49, 56 столбиков. Ниточку отрежем и свяжем кончики. Связали кончики, не забыли. Теперь 50 ряд. Вяжем за заднюю стеночку петли. Также без изменений 56 столбиков. За заднюю стеночку петли провязываем. И еще один ряд, 51, мы провяжем без изменений 56 столбиков, уже за обе стеночки петли. Пятьдесят второй ряд. Вяжем 10 столбиков без накида. Затем у нас убавка за передней стеночки петли. Дальше мы вяжем 7 столбиков без накида. Затем убавка. Дальше мы провяжем 17 столбиков без накида. Дальше делаем убавку. Вяжем опять 7 столбиков. Убавка. И довязываем до конца оставшиеся 7 столбиков. 52 столбика у нас осталось. Теперь с 53 по 59 ряд мы провяжем без изменений 52 столбика, то есть 7 рядов.